Плечевые петли у нас уже соединены. Видите, как аккуратно. Аккуратный такой шовчик. Теперь будем заниматься горловиной. Будем вязать по кругу, закрывать петли таким способом, как шнур айкорд. Для этого мы возьмем спицы поменьше, берем нитку, как обычно здесь набираем, как обычно в петли набираете, набираем так 2 петли, все, и начинаем вязать. Я переношу эти 2 петли на основные петли, где горловина у нас. Так, переносим. И продолжаем вязать. Вяжем первую петлю лицевую. Следующую мне нужно провязать 2 петли вместе, тоже лицевой. Для этого я разворачиваю петлю и нужно провязать за заднюю стеночку. Провязываем 2 вместе за заднюю стеночку. Дальше снова перебрасываем 2 петли на основную спицу и проделываем все то же самое. Снова лицевая, и снова нужно провязать 2 петли вместе. Провязали, снова на спицу, первая лицевая, и 2 петли за заднюю стеночку. И так продолжаем вязать по кругу. Лицевая. Здесь я разворачиваю и за заднюю стеночку. Видите, такой шнурочек получается. И продолжаем дальше. Лицевая. Здесь я разворачиваю петельку и за заднюю стеночку.
Смотрите, довязала я одну половинку горловины этим способом шнуром айкорд. И у меня начинается вторая половинка. Но так как здесь есть такой разрыв у нас, чтобы не было такого промежутка, можно поднять 2 петли. Вот прям 2 петли отсюда поднимаем. И вот так поднимаем петлю. Одну. И я думаю, вот так вторую, чтобы не было большого промежутка между горловиной и плечом. Все, видите, и дальше пойдут они плавно, пойдет переход, такой не будет дырки. И продолжаем также закрывать петли шнуром айкорд. Здесь не важно, сколько вы поднимете, как у вас получается. Главное, чтобы не было таких больших промежутков, чтобы не было просвета. И продолжаем вязать. Снова перебрасываем. Лицевая одна. Дальше за заднюю стенку 2 лицевых. Снова перебрасываем. Лицевая. И 2 вместе за заднюю стеночку. И продолжаем так по кругу. Вот мне кажется, вот тут не хватает петельки. Сейчас добавлю. Да, видите, так уже лучше, нет такого просвета. Вот мы прошли плечевой шов и продолжаю дальше. Так, я довязала уже вторую часть, и здесь на плече у меня вышла такая же ситуация, поэтому я подняла 4 петли. Вот шов, подняла 4 петли и
довяжем нашу горловину до конца. Перебрасываю. Первую снимаю. Так. И последняя петля. Так, последняя петля. Все, довязали мы горловину. Сейчас остается у меня 2 петли. Что я делаю? Я просто 2 петли провязываю в одну. Так, подтягиваю. Небольшой кусок мне нужно отрезать. Ниточки небольшой кусочек отрезаю. Просто здесь вытягиваю. Все, она уже не распустится. Сейчас покажу, какая горловина у нас вышла. Вот вышла вот такая горловина. И вот эту ниточку нам необходимо в иголку вдеть и вот здесь аккуратно сшить этот шов, чтобы у нас было равномерно. Вот как с этой стороны. Вот сейчас я возьму вот эту нитку и аккуратненько через вот эту петлю продену иголочкой. И все. И будет у нас равномерный вот такой шовчик. И дальше уже будем делать обвязку рукава. Здесь поднимать петли. Вот здесь соединение. Все. Красота. Горло наше готово. И, в принципе, можно уже оставить и так. Будет такая жилетка, но мы продолжаем вязать дальше наш свитер. Будем поднимать вот здесь рукава. Петли будем поднимать для того, чтобы вязать рукавчик.